Всем привет! Ну что, у нас сегодня большущий праздник, открытие сезона первого льда 2024-2025 года. Наконец-то мы этого дождались. Ребят, вот всего лишь неделю назад у нас была плюсовая температура. Вы по моим роликам все прекрасно видели. Потом резко ударил мороз у нас, и лед за 2 дня встал практически на всех стоячих водоемах нашей области. Вот, понятно, что на речках пока его еще нет, но, как говорится, все впереди. Ну что ж, пойдем, отправляемся мы на перволедок. Надеюсь, что я на него не успел, потому что самый-самый первый лед все-таки был вот эти вот первые 2-3 дня. Сегодня у нас 6-й день. Ну ничего, я думаю, что все будет классно. Оставайтесь на канале. Место сегодня у нас интересное. Есть вероятность и щуку половить, и окуня. Да вообще, на самом деле, может быть все что угодно. Ну что, это историческое событие. Выход на первый лед 2024-2025. Событие историческое, но место опасное. Вон, видите, промоено справа. И вот здесь. Блин. Ну, тропинка-то такая нахоженная, конечно. Опасно. Куда попало, лучше не ходить. Ну, слушайте, вроде даже не это. Вроде даже не трещит. Так, а вот они, первые ласточки, смотрите, тут кто-то жерлички поставил. Правильно, поближе к камышу. Вот, они вот так вариант. Мужики почему-то прям под тем берегом. Я помню, там яма была, да, 4-5 метров. Может быть, там вся щука, а? Ух ты, сколько жерлиц вообще. Ай-яй-яй. На выходных тут вообще будет кошмар. О, а это сработано. Видите, флажок загорелся. Ее крутит. Так что все будет хорошо, походу, у нас. Может, где-то вот тут и надо пробовать. А почему бы и нет? Это был знак. Ну что, второе историческое событие этого сезона. Первая лунка. Знаете, еще опасность первого льда — это не то, что можно провалиться, а то, что можно подскользнуться. У меня в том году товарищ один, не будем пальцем тыкать, сломал руку вот так на первом льду. Очень надо осторожным быть. Ну, а что касается поиска, да, во-первых, вот здесь жерлица стрельнула, это уже интересно, да. Во-вторых, здесь такой, получается, ну, выход из залива, все сидят в заливе, я тоже, может быть, туда доберусь, почему нет. Вот, но я решил попробовать именно вот на выходе для начала. Сейчас тут и глубину посмотрим, и холотом тоже пробьем, что тут у нас происходит, какая рыба плавает. Вообще хочется, знаете, поначалу начать все-таки ловить на вибы, на блесном и на балансир. Попробую хищника погонять. Да, кстати, лед-то уже прям нормальный. Но тут видно, что, видите, помимо того, что просто лед, шуга была, да, и она вся намерзла вместе со льдом. Сам-то лед, может, сантиметров 5, но вместе с шугой, во, это 10 сантиметров уже. Лед уже, ну, безопасно, если где попало не ходить-то, это точно. Тут, в принципе, все, можно бегать практически везде. Только по берегу нельзя ходить, где промоина. Вот, слушайте, стоило сесть на ящик, начать трясти балансиром подольше. Поначалу рыбы не было. А сейчас вон что происходит. Получается, на режиме флешера, вон, видите, полосы поднимаются. То есть я какую-то рыбу раздраконил балансиром, но пока поймать ее не могу. Ну, факт в том, что она ходит. Не знаю, что за рыба. Но, судя по тому, что там косяки показывают, это, возможно, окунь. Не знаю, может, надо попробовать поперебирать, конечно, приманки. Причем интересно, полосы так поднимаются вверх, прям на метр от дна. Может, вообще не хищник это? Но это, по правде говоря, сегодня на мирную рыбу не сильно готов. Вот. Ну, до мормышки, может быть, дойдет дело. Но вот прикормки нету. Если это плотва или какой-нибудь лещ, то с этим у меня может и не получиться. Поклевок нет, вот что странно. Причем вот прям ходит рыба возле приманки, но не берет пока. Опа. Вот она. Первая рыбка. Блин. Стоять. Слушайте, по-моему, окунь. Вот, помешал мне сейчас холод рыбы вытащить. Так, ну это интересно. Слушайте, вот много прошел лунок от самого берега, получается, пробурил. Сейчас вот в середине прям залива. Это нам покажусь. Вот, здесь первая такая уверенная поклевка. Глубина здесь 3-5 метров. Вот
Вообще, на самом деле, в каждой лунке есть поклевки. То есть рыбы-то хватает, рыбы много. Но что-то она капризничает, по-моему. Да не по-моему, а точно. Это прям странно. Первый лед. Где обещанная активность? Где жор? Ну что, лунка под другим берегом. Здесь вот прям в эхолоту очень-очень много подходов у меня. Я решил сменить балансир. Тактика перебора должна выручить. Опа, да ну, друзья, блин. Сразу рыба. Неужели вся она под этим берегом находится? Тихо. Вытаскивать эхолот. Тихо. Ух ты ж ты. Ух ты ж ты. Вот этого я как бы ожидал, конечно. Слушайте, я даже поиграть не успел. Сразу схватило. Ну что ж, похоже, этот берег нас выручит. Такая щурочка. Причем, заметьте, у меня здесь получается флюорокарбоновая леска стоит. Она полностью заглотила и не отгрызла. То есть флюорокарбон спасает. Ну что, классное начало, да? Поймали шурагайку. Знаете, сегодня особо народ ничего не ловит, я за всеми наблюдаю, все перемещаются. Половина уже вообще свалила домой. На жерлицу вот одна поклевка только была, и то мужик ничего не достал. То есть клёва особо нету. Я тоже это заметил, потому что я прошелся с того берега до этого. Поклевки, в принципе, есть везде, рыба ходит, но она не берет, она просто тыкает, подходит и балансирует. То есть в холод видно подходы, но она не заглатывает. Я уже думал сесть на мормышку, сел под бережок. Вот, поставив вот балансир вот такой вот. Ребят, не реклама, просто делюсь с вами информацией. Это локиджоновский мибарик. Вот я его нашел в своих закромах, скажем так, красноголовик. Вот, и опустил, и тут же клюнуло. Интересненько, будем продолжать дальше. И еще, знаете, я заметил, что много рыбы ходит высоко, где-то в метре от дна. Вот, и неужели это щука? Это прям интересно. Здесь тоже я до дна даже не успел опустить. Сейчас надо маленько лески стравить. По идее, это у дна должна она клевать. Да, забавно. Забавно, конечно, все получается. Но самое главное, что первая рыба поймана. Это не может не радовать. Да, было действительно много окуневых. Но я даже не могу сказать, что это поклевки. Тычки скорее. Знаете, такие вот потыкивания. Вот. Ну, не знаю, что с окунем не так. Может, чуть позже и правда на мормышку попробуем. Ну, а коль тут щука, я решил вот тут вот подразбуриться маленько к берегу, лунку сделал чуть подальше. Щуку-то половить вообще милое дело. Здесь, кстати говоря, на этом водоеме она есть достаточно крупного размера. Вот, нередки поимки щуки более 5 килограмм. Такое тоже бывает. Так что водоем интересный. Ну что, сразу поднимаем высоко, да? Вот и опять, вон, эхолот я увидел. Ходит рыба в метре от дна. Забавно. Ну, знаете, была смена погоды. С утра снег, сейчас он вроде солнце появляется. Вчера погода была совсем иная. Давление возросло очень сильно. Может быть, дело в этом. Потому что по разговорам рыбаков, я так понял, что вчера-то ловили рыбу и хорошо. Да, слушайте, еще хочется сказать, как же тут кому-то повезло, кто живет на берегу вот этой вот протоки. Потому что здесь, смотрите, у всех так благоустроено, пирсы стоят. Можно летом после работы выйти, закинуть удочку и кайфануть. Да, так знаете, по-белому завидую. И тоже когда-нибудь в будущем бы хотел, чтобы у меня так получилось. Осуществить эту такую маленькую мечту. Да, ребята, я залез в палатку, у нас очередные изменения. Я залез сюда абсолютно не просто так. Произошло нечто из ряда вон выдающееся и прекрасное, я бы так вот назвал. В общем, пробурившись на глубину от этого противоположного берега, я на мормышку поймал вот такого зверька. Посмотрите, какой рыженький. Смотрите, какой. Это грамм 400, наверное, будет. Очень жаль, что этот момент я не снимал. Хотя, знаете, на самом деле не жаль, потому что если в эхолот рыбу показывает, и он явно не один был. Вот. Мужики на улице бдят. Может быть, можно было бы и без палатки, конечно, все делать, но хочется половить рыбы, ребята, вам это все показать. Клюнул он на вот такую вот мормышку. Это латунная получается у нас. Гвозди шарик, да, он называется. Вот такая вот мормышка классная, без мотылочка. Сработала. В общем, фу.
Блин, знаете, конечно, не только эта посадка в палатку причина того, что много людей бдит за мной, могут обурить в любой момент, потому что не у всех дела получаются, но еще и дело в том, что, конечно, ветерок что-то прям разгулялся у нас капитально. Вот сейчас лед тонкий, мне, чтобы палатку установить, пришлось, скажем так, не до конца вертыши вкручивать, потому что, что, ну где-то вот, где я сижу, тут 5 сантиметров всего лишь лед. Вот, и вертыш нормально не вкрутишь, короче. Ну, надеюсь, что меня не вырвет с этим всем делом. Фух, ну что, ловить? Большая маленькая рыба. Очень бы хотелось, чтобы она тут осталась, пока я тут, блин, ставил палатку, конечно. Могла она распугаться, да? Такое бывает, это же закон подлости. Ну вот не могу никак успокоиться. Вроде можно было и без охолота ловить. Тряс, короче, минут 10 поклевок не было. А сейчас вот начал наблюдать, в общем-то, такую картину. У меня уже была мысль закормить, но, наверное, пока я этого делать не буду. В общем, бугры периодически поднимаются за мормышкой, вот я начинаю активно играть. То есть, если просто пустить охолот без мормышки, то ничего не будет происходить. Вот. И когда начинаешь играть, то нет-нет, рыба из ниоткуда подходит. Хотя у меня сейчас тут 4 метра луч стоит. Вот что интересно-то, ребят, то есть тут как бы какая-то кормежка, допустим, сомнительно, что она выручит, когда такое дело. Вот, а вот на безмотылку растрясти можно рыбу. Ух, ну интересно. Вот, смотрите, вот они. Вот они, бугры, это крупная рыба. И это крупняк. Вот сейчас будет поклевка. Вот смотрите внимательно. Сейчас клюнет, большой окунь лупанет. Тот, кстати, тоже где-то вот недалеко от дна взялся. Не сильно высоко я поднимал. Да и судя вот по движениям-то в охолот, они все у дна плавают. Теперь стали плавать у дна, блин. Когда я ходил с балансиром, рыба была высоко. В общем, все меняется. Ну давай. Жирненький, толстенький окунек. Мы тебя спалили, ты здесь есть. Ты здесь плаваешь. Давай, клюй, дорогой. Очень хочется испытать счастье вываживания крупняка. Оп, есть. Ну, какой-то стук у дна шлюнул. Вот сейчас будет красиво, прям видно, как сейчас лед тонкий, будет видно, как рыба заходит в лунку. Вот он. Да. Ожидалось крупнее. Вернее, хотелось. Такой вот окушарик перволедный пойдет. Коту можно забрать. Да, слушайте, ну выпендривается рыба. Надо попробовать поперебирать мормышки вот из всего этого ассортимента моего. Но, друзья мои, какую бы вы поставили мормышку? Вон, смотрите, и капли есть цветные. Вон и с глазиком дробинка. Уралки вон, гвоздикубики разные. Чертик вот такой вот такой вот. Что ж поставить-то, а? Глаза разбегаются. Но мне что-то вот, знаете, манит. Нет, не вот этот чертик меня манит. Почему-то меня манит вот этот чертик. Он покрупнее будет. С такой золотистой короночкой. Попробуем-ка на него, а? Может быть, он выручит нас сейчас. Так, ну что, надо таки это все дело проверить. Попробовать мотылем подзакормить. Он какой, смотрите, хороший. Живчик. Ну, честно скажу, что у меня
сомнения в душе насчет того, что по первому льду это все сработает. Но проверить-то стоит. А вдруг соберется сейчас окунь? Ну и будем, друзья мои, в эхолот наблюдать на падающего мотыля кто-нибудь. Будет ли подходить? Вон с левой стороны видно, как он падает. По центру экрана вряд ли будет видно. Чувствительность надо сильнее настраивать. Хотя, может, и будет видно. Сейчас посмотрим. Вот, и в общем, если сейчас по дну будут бугры подниматься, какое-то изменение начнет появляться. Ну, кстати, уже он появляется. Но это, возможно, мотыль, который упал. Это значит, что рыба реагирует на падающего мотыля, и это работает. Так. Ну где же вы, большие мега-окуни? Вот. Так, вон сверху что-то пошло. Нет, друзья мои, это не падающий мотыль. Это какая-то рыба. Это рыба. Однако реагирует она. Вот, смотрите, что происходит. Вот он. Ай, да ты мой хороший. Все-таки реагирует он на это. Да, однако. 21 век. Гаджеты, все вот эти технологии. Что бы мы без этого делали, да? Надо себе этот еще, кстати, купить. Panoptix. У кого есть, отпишите в комментариях, как вам рыбалка с ним. Но из того, что я видел по ютубу, это, конечно, такая уж получается в определенной степени халява. В принципе, с этим-то и холотом тоже халява. Не то, что раньше, да, как вот мы рыбу ловили. Наобум просто идешь по каким-то там своим ориентирам. По берегу ориентируешься, по глубине, по камышу, по перепадам. Сейчас нет, сейчас ориентируешься вот по эхолоту. С одной стороны, это здорово, он выручает, действительно, он классно выручает, ты видишь то, что происходит. А с другой стороны, ай, какая-то халява это все, ребята, халява. Надо ловить, стараться ловить рыбу, конечно, без этих всех гаджетов. Ну как это сейчас делаешь вот, в 21 веке? Уже никак, будешь без гаджетов, будешь без рыбы, потому что уже у каждого есть и эхолоты, и камера. Ай, ладно, лирика это все, надо рыбу ловить. Так, ладно. Шутки в сторону, что называется, да? Не помогает кормежка. Смена мормышек тоже пока не помогает. Значит, вернемся к тактике активного поиска. Мне кажется, что мы где-то на верном пути. Да, сегодня кошмар, конечно. Какая же переменчивая погода. То солнце, то вот метель. Ужас. Это вам и первый лед. Я что-то уже второй год подряд на первый лед попадаю, какой-то такой своеобразный, скажем так. Уже он и не совсем какой-то и первый. Первый лед был 4 дня назад. Так, ну что у нас тут? Также должно быть в районе 4 метров. Коль мы на 4 метрах одного хорошего окуня поймали. Значит, по всей видимости, это его сегодня глубина. Ох, вылезло бы солнышко. Вот если солнце будет, то, мне кажется, он проклюнется. Опа! Слушайте, я даже поиграть не успел. О, какой маленький. Как говорится, какая пися, блин. Давай, пися, плыви, позови, блин. Большую рыбу. Хотел сказать другое слово, но не будем ругаться, нас все-таки дети смотрят. Хотя оно не совсем ругательное. О, лифтовая лунка, как называется, да, она? Лифт. Но не тех, кого бы хотелось. Вот все на того же чертика.
Там, где мелочь, там и крупный. Может быть, это мотыль, которого я сыпал в палатке его. Сюда всего окуня, блин, выгнал. Да. Жалко, что с мормышем так. Я немножко простоволосился сегодня. Вот она и есть рыба. Не совсем береговая лунка. Это вот следующая от лунки, где я щуку поймал. Так. И не совсем мелочь, кстати. Да нет, вообще нормальный окунь. По сегодняшнему дню так вообще шикарен, да? Шикарный парень. Да, ну похоже сегодня вот по всем реально моим замечаниям, что сегодня день активного поиска. Вот на лунку садишься, одна-две поклевки и все, и потом больше ничего нету абсолютно. Надо идти дальше, вот так вот бегать от одной к другой лунке. Одно дело, что немножко погода не позволяет это все сделать. Да и хотелось, конечно, красивые поклевки вблизи поснимать. Но, ребята, не все так просто. Не все так просто, когда снимаешь контент. Но мы не жалуемся. Мы продолжаем рыбалку. Ну вот она лунка, видите, вот тут одного окуня поймал. Все. Ну давай, система, ломайся. Клюнь. Ну что, будем завершать мы сегодняшнюю рыбалку. Напоследок прошелся по всем лункам с вибом, с балансиром, потом еще раз с мормышкой. Ну, кроме вот этих маленьких пиписочных окуньков, больше ничего и не было. Да, я думаю, связано это все с тем, что погода у нас, ну, что-то вот нестабильная какая-то. Сегодня и снег был, и ветер. Потом опять солнце вылезло. Сейчас вот вообще спокойно. Вот, и при этом клев вообще отрубило. Да, я думаю, вот эти погодные колебания, они очень сильно влияют. Вчера, тем более, давление было совсем иное. Сегодня оно пошло на повышение, причем сильно повысилось. Ничего, я думаю, следующие рыбалки будут гораздо интереснее. Ребят, у нас рыбалка только начинается подледная, так что все будет класс. Пишите в комментариях, открыли ли вы этот сезон подледной рыбалки, мне это интересно. Все-таки, насколько я понимаю, что в европейской части России еще нету льда. Вот. Ну, в общем, пишите, какую рыбу половили, какую рыбу любите ловить по перволетку. Я вот как-то больше окунь, щука, плотва, мормышка, блесна, балансир. Вот. Были мысли на ротана поехать, но что-то как-то не моя эта рыба. Ну что, всем не хвоста, ни чешуи. Оставайтесь на позитиве, занимайтесь рыбалкой. Пока-пока.